down, it's about to go down. Всех приветствую. В этой коробочке у меня находится рычаг, который я заменил. То есть я приготовил сейчас отверточку. Сейчас надо будет еще взять один инструмент. Короче, смысл какой происходит? Я заменил этот рычаг, уже видео показывал, да? И хочу сейчас вытащить этот рычаг. Давайте его вытащим. Вот. То есть я его заменил, и история была такого характера. Я хочу разобраться, в чем все-таки его была проблема. То есть, почему вот эта вот часть, да, она начала скрипеть. То есть, для того, чтобы нам заглянуть туда вовнутрь, нам надо снять пыльник. Чтобы нам снять пыльник, давайте, наверное, сейчас я схожу за инструментом, возьму инструмент, выровняю его немного, и мы заглянем, в чем же там была проблема. То есть, основная проблема, я так подозреваю, тут просто наложили очень мало смазки, и поэтому он накрылся. Рычаг фирмы Рак. Камера плохо его воспринимает. Попробую вот поточнее показать. То есть это был у нас какой рычаг? Это должно подписано. Вот правый. То есть он вот так стоит. Сейчас мы, короче говоря, вскоре посмотрим. Для того, чтобы определить, какой рычаг у меня звуки непонятные создавал, я этот рычаг аккуратненько, будем так говорить, сюда залил чуть-чуть маслица. Видео это я уже показывал, рассказывал. Ну и этим способом я определил, что он перестал скрипеть. Это был этот рычаг, который шел под замену. То есть я написал продавцу, что этот рычаг у меня не работает. И они мне выслали новый рычаг. Ну что, пошли за инструментом, сейчас подровняем его и будем заглядывать, что ж там такое, в чем могла быть основная причина его. Скорее всего, нехватка смазки. Так, ну такой вспомогательный инструмент взял, да. Так как я подозреваю, руками я его... не ходит, в принципе. Так, сейчас его надо так приблизительно выставить на 90 градусов. Так, чтобы не повредить пыльник, взял такую вот какую-то непонятную тупую отверточку. Вот здесь вот идет кольцо. Надо поддеть, получается, аккуратненько. Вот здесь, вот. То есть тем самым не повредив пыльник. Не хочет. И вот так вот мы его начинаем тупо по кругу скручивать. То есть это приблизительно такое же кольцо, как стоит на ключах. Мы его аккуратненько сейчас снимем. Так. Что ж ты не хочешь так сниматься легко и просто? Вот мы его вот таким вот по кругу движением начинаем просто снимать. Так, давайте его вот так вот. Все, кольцо мы высвободили, чтобы можно было понять, да, кольцо приблизительно идет вот как на ключах. Вот такое вот кольцо идет. Давайте заглянем под наш пыльничек. Так. Я так подозреваю, вот это вот кольцо, которое вот здесь находится, его тоже надо, наверное, все-таки снять. Возможно, оно и так стянется. Попробую подлезть все-таки сюда каким-то способом вовнутрь аккуратно, чтобы не повредить пыльник.
Здесь кольцо идет как бы запрессованное. Все можно аккуратненько тоже раскрыть. Должно сдвигаться. Попробуем его каким-нибудь вот таким вот способом вытянуть наверх. Вот оно, отверстие. Здесь получается как бы идет вот такой вот хитрый зажимчик. Так, давайте все-таки попробуем снять сам пыльник. Так, вот. Аккуратненько сюда подлазим отверточкой. Смотрим, что у нас тут происходит. Так, вот я аккуратненько поддел его. И теперь мы его спокойно можем пальцами снять. То есть принцип пыльника, как здесь видно, он просто вот так вот одевается и все. Так, ну что, попробуем его каким-то способом вот снять. Вот я его снял, да? Видно. То есть здесь идет вот это вот защитное дополнительное кольцо. Ну что, заглянем вовнутрь. Ну как-то, не знаю, в принципе по смазке не сэкономлено ничего. Но честно сказать, я даже не знаю, в чем тут могла быть сама причина. Шар как бы весь в смазке. Сам сухарь, не знаю, сейчас камера покажет или нет, сухарь вроде как целый. То есть эта пластмассовая штука, она вроде бы как целая, она не развалилась. Тут видно, в принципе, по смазке нормально, то есть как бы все выглядит довольно хорошо. В чему проблема могла быть? Вот это меня, я задаюсь вопросом. То есть, скорее всего, вот здесь они сэкономили на смазке, так как тут уже рычаг стоял, то есть смазки, наверное, скорее всего, тут напихали. А вот именно сюда как раз и сэкономили. Ну что, вывод какой из этого выходит? Рычаг, в принципе, как бы исправный. То есть они, на самом шаре не вижу никаких таких повреждений. Надо, конечно, еще попробовать сейчас крутануть, если это возможно. Сейчас посмотрим. Нет, он не хочет крутиться. Не хочет таким способом. Ладно, попробуем его выровнять. Может, так получится его прокрутить. Нет, упора нету. Упора нету. Единственное, я могу сказать, сюда, конечно, было бы хорошо еще напихать хорошенечко смазочки. Возможно, он будет работать. Он не будет никаких издавать скрипящих звуков. Не знаю, как я вижу, так, в принципе, сама вот та пластмассовая штука целая, сухарь целый. Не знаю, в чем была причина его, то что он мне мозги выносил. Факт в том, что я умудрился сюда подлить масло, и стало все работать очень отлично.
Ладно. Посмотрим, что можно еще с ним сделать. Я думаю, сюда вот как раз сюда еще подпихнуть смазочки, то есть, грубо говоря, как это показать лучше, до сюда напихать, то есть до вот этого кантика, то есть вот так вот пальцем провести, да, вот так вот, чтобы тут смазки хватало. Сколько надо, он его возьмет, так как вот если сюда как раз посмотреть, тут походу смазки не хватало, и он выносил мозги. Хотя если бы он вот так стоял бы, я бы еще мог поверить, что, грубо говоря, отсюда вся смазка ушла вниз в пыльник, ему не хватало. Но так как он вот так стоял, почему не хватало, это для меня большой-большой секрет. Вот, короче говоря, я возьму сюда чуть-чуть еще, наверное, масла капну и закрою это сверху дело смазкой. Возьмем смазочки сюда, напихаем, посмотрим, что будет. То есть, как я вижу, шар в принципе целый, все целое, но он уже непригодный. Ну что, испытаем его когда-нибудь. Оставим, как говорится, на резерв на всякий случай. Ну, как-то вот такое вот не совсем понятное видео. Но, во всяком случае, мой вам совет, если вы покупаете какие-то неоригинальные рычаги, которые якобы нормально и все подходит, первым делом, что мы делаем, это мы снимаем пыльник, смотрим на смазку, при необходимости докладываем смазки. Если уж на то пошло, можно, конечно, и чуть-чуть, я думаю, маслицы тоже не помешало бы, может, где-то 1 миллилитр со шприца залить и это все хорошенечко закрыть, то есть до вот этой вот ямки, да, то есть вот эту ямку полностью хорошенько закрыть смазочкой, не накладывать сильно много, то есть не обязательно, чтобы тут аж прямо в пыльнике было, потому что это тоже не есть гуд, когда излишки будут, это значит, что вы просто-напросто ушатаете этот пыльник, он порвется и все, и это все дело только в мусор. Давайте тогда я вам покажу, как это все я соберу в обратном порядке, чтобы было уже понятно. То есть пыльник наш одеваем вот таким вот простым способом. Вот мы одели пыльник. Так, вот нам надо вот эту часть пыльника завести вот сюда. Так вот, раз. Хорошо, что пыльники имеют такую вещь, что они резинка очень мягкая. Оп, все, вот, надели наш пыльник, все закрыто, все отлично. Но теперь нам необходимо одеть это кольцо. В принципе, это кольцо можно, я думаю, тоже очень легко одеть. Так, закладываем его на свое место. Все-таки лучше взять отверточку для того, чтобы его как бы немного подрастянуть по кругу. Так, вот я загнал сначала сюда. Так, теперь идем, проходим дальше. Лучше, конечно, использовать что-то другое, нежели отвертку для этих целей. Так, прошли по кругу. Автоматически третье кольцо перепрыгнуло отсюда сюда. Все аккуратненько дело вот так вот заводим сюда. Все. Защитное кольцо пыльника мы одели. Для того, чтобы в следующий раз легко вскрыть было. Вот так же самое можно вот прокрутить. И все, дело готово.
Так что мой вам совет перед установкой непонятных каких-то таких неоригинальных запчастей, какие бы крутые производители не были, в любом случае снимаем пыльник, добавляем больше смазки, для того, чтобы они ходили дольше. И все, пользуемся, радуемся. Я думаю, еще этот рычаг, наверное, все-таки походит, если я туда смазки напихаю. Сейчас у меня просто нет, это надо идти в гараж и заняться этим делом. То есть наложить туда смазки. Ну, возможно, оставлю его как на всякий случай. Возможно, он будет работать. Хотя у меня в плане, честно сказать, замена, опять же, этих двух рычагов на оригинал. Но перед тем, как я их буду устанавливать оригинальные, я сниму пыльник, проверю уровень смазки и напихаю туда смазки. Ладно, друзья, всем, кому понравилось видео, ставим палец вверх. Не забываем подписываться, все остальные ссылки на группы, на TikTok, также на канал. Всем пока, всем удачи, все остальное найдете в описании.